Друзья, всем привет! Это город Самарканд, улица Регистанская. Сегодня у нас встреча с подписчицей, которая приехала из города Санкт-Петербург. Оксана Владимировна. Трещалова, да. Именно так. Что вы рассматриваете? Надо не меня снимать, а Чинару вот эту. Вот посмотрите ее размеры. Вы когда-нибудь платан видели вот таких размеров? Нет. Вот. Вы просто, понимаете, для вас это обыденная вещь, а для людей, для меня, которая родилась и выросла в Азии, это удивительная история. Сколько им веков? Ну да, они многолетние. По стволу можно судить, что да, очень много лет. Ну, может быть, около 1000 лет. Посмотрите, сколько их здесь. Он просто закрыл. Он, да, закрыл весь дом. Это сколько этажей здесь? 5 этажей. Вот, Рано, покажите. Ну, это же просто чудесно. Да, вот такие чинары в Самарканде. Оксана Владимировна, мы подошли на главную площадь. Это сердце Самарканда, площадь Регистан. А в переводе Регистан – это песчаная местность. Здорово. Подойдем, да, на смотровую площадку. Я знаю, что вы без меня вчера уже попутешествовали, были здесь на экскурсии, но тем не менее. Ну, я вечером прям. Да, давайте посмотрим поближе. Много туристов. Справа у нас находится медресе Шердор. Видите, да, вот изображение снежного барса. Он также изображен на гербе города Самарканда. Символ Самарканда – снежный барс. Посередине у нас находится в центре медресе Теллякари и слева медресе Улугбека. Астроном. Это вот обсерватория находится на окраине города. Улугбек у нас есть остановка. Вы, наверное, знаете, откуда отправляется такси в направлении Ташкента. Вот там находится главная обсерватория Улугбека, да. Надо завтра туда сходить. Вот. И мы можем пройти вниз, туда дальше, и к площади Ислама Каримова. Ансамбль, конечно, впечатляет. Конечно, вот таких впечатляет. площадей это поискать еще. Посмотрите на эти клумбы. Ну это очень красиво. Вы не представляете, прогретый воздух и такой вот бриз. Как будто море где-то. Но моря нет. Свежо, да? Да. Есть только Ташкент. Я думаю, что вот это чинары все, как бы воздействие этих деревьев, может быть, да? 100%. Вот это нельзя, это надо сохранять. Какие самаркандцы молодцы. Сохранили. В Ташкенте это удовольствие далеко в прошлом. У нас все повырублено. А сколько новых деревьев. Посмотрите, какие каштаны. Да, очень много каштанов, очень. Это просто рай на земле. Что, зеленый город. Вот. Ну это так. Подойдем поближе, Оксан? Давай. Давайте. У нас сегодня ботаническая экскурсия. Сегодня у нас ботаническая экскурсия на самом деле. Вот. Так цветет каштан в Самарканде. Вот посмотрите поближе цветочек. Ну, каштаны, наверное, многие видели. Но вот такого розового. А вот белый, пожалуйста. Да, это белый каштан. Просто как Белый на цвет. контрасте. Вот посмотрите, это же прелесть, что такое. И вот так Самарканд утонул просто в каштанах, Чинарах. пальмеях, Ага. чинарах. Здравствуй. Здравствуй, птица. Вот такая горлица. Спокойная, да, не улетает? Нигде не встретишь такой. Это только в здешней местности. Горлица. Это вам не... Как их зовут? Голуби-то вот голуби. Вон еще. Да, они здесь. Вот она под столом убежала. Просто у меня перерыв большой, видите, был. Но все-таки 19 лет не приезжать, я, конечно, вот как к родным горлицам буду кидаться. И, ну, для людей, может, это не важно, когда ты здесь родился, вырос, потом уехал, и вот такой перерыв.
центр ремесленников. Если хотите, можем пройти во двор, посмотреть. Там... Ну, давайте, я ж туда Давайте не пройдем. Да, там местные самаркандские ремесленники работают в своих мастерских. А сам двор, он необычный, как сказка. Вы сейчас попадете туда и удивитесь, куда вы попали, в какую красоту. Это такая необычная красота. Проходим. Вот такая арка. Ворота, да. хочу дальше идти. Посмотрите на эти двери. Ой-ой-ой. А здесь посмотрите, как сохранили всю старину. Очень красиво. Какие молодцы самаркандцы. Все сохранили. Это здание, вот сколько ему лет. Видите, какие открытые веранды. И можно подняться наверх. Можно заглянуть в любую мастерскую. Здесь художники, миниатюры я вижу. Миром, конечно, никого не удивишь, а вот виноградом, конечно, удивишь. Посмотрите, какой виноградник. Да. Просто, понимаете, для вас это все обыденно. А когда вот такой перерыв, глаз просто сразу цепляется и думаешь, вот оно, родное. Ну, я, конечно же, пойду. Художественная мастерская. Салам алейкум. Давайте за 25 хотим. Вот 20 слишком. 50 на 70. Такие миниатюры самаркандских художников. Не, ну может целых 3 берем. Не то, что там одна. По 10, 10, 20 уступил. Мне кажется, это Давайте 60. Вот написано на 60 я готова. кофе. Больше они готовы. Они и так очень дорогие. Очень похоже. Что ваша работа? А мы сейчас спросим. Ну, 3 штуки. Такого красивого не встретишь. Да, вы правильно думаете. У меня как раз сегодня должен выйти выпуск именно с такими работами. Это убираете. Гранаты, посмотрите, какие красивые. Ой, люблю я гранаты. Очень. Это да. Я пойду узнаю. Достопримечательности в Ташкенте 0. Сейчас немножко отстроили, но это все новодел. Если существуют вот такие, Старые дворы. то я их не видела. Наверное, на Сабане где-нибудь наверняка есть. Но это не будет ремесленная мастерская, нет. Но на самом деле, вот обратите внимание, да, на эту постройку. Это уникальная архитектура, которая сохранена по сей день. Ну тогда еще было дерево, смотрите. чего Да, дерево. да, я об этом и говорю. Посмотрите, это же все дерево. Угу. Здорово. Здорово. Видимо, только вот здесь не сохранилась лестница. Это видно, что уже новая. Ну да. А все остальное, вот как в первозданном виде. Там девочки тоже шьют национальную одежду, ну и все такое. У нас время ограниченное, наши экскурсии, поэтому нам нужно успеть все увидеть в Самарканде. Давайте. Пойдем дальше, да? Да. Школа действующая. Да, это школа номер 21. Самаркандцы знают, что в этой школе учился первый президент Узбекистана Ислам Абдуганич Каримов. Это школа. Давайте вот пройдем чуть ближе. И здесь вот как раз при входе находится музей. Сейчас поближе. Школа номер 21. Вот видите, Мактаб Тараха музея. Школьный музей. История. То есть можно пройти даже и посмотреть все, что связано с президентом нашим. Он учился, он родился в этой махале и окончил эту школу 21-ю. Ну, такая она. Видите, вот там написано даже, вот вывеска есть. Да. Бірінші президент Ислам Абдуганевич Каримов Окаян. То есть здесь учился первый президент Узбекистана.
Интересно, сколько ей лет? Каких времен она построена? Ну, похоже, что давно. Здравствуйте. 30-е, может, да? Тоже Да, наверное. потому что если президент учился. Давайте пройдем дальше в сторону соборной мечети Биби-Ханым. И рядом находится всем известный Сиапский базар. Я думаю, будет интересно, да? Я вас узнал, говорю, я иногда смотрю ваши рубрики. Как вас Нашу зовут? елку снимали. Меня зовут Бахтиер. Бахтиер, а меня Рано зовут. Я вас знаю. Я часто вас смотрю. Смотришь меня? Да? Интересно, вам Только не нравится? подключаемся, но слушаем. Да? Вас очень интересно. Мгм. Ну и пишите комментарии, чтобы я понимала, что вы Очень смотрите. приятно познакомиться, вживую увидели. Да? А вы откуда сами? Сами? Мы вот парк есть? Железнодорожный парк. Самарканда? Да. Самаркандский живете? Самаркандский, да. Все понятно. Мы смотрим вас. Бахтиер Ака, приятно было познакомиться. Удачи вам, хорошего Да. дня. Смотрите следующие выпуски, увидите себя в кадре. Спасибо. А вы сегодня вышли на прогулку просто, да? Практика английского. Вот, Выучим английский. молодцы, похвально. Немножко на английском. Удачи, Удачи. всего доброго. Good luck. Have a good day. Мы подошли к соборной мечети Биби-Ханым. Это любимая жена Амира Тимура, Биби-Ханым. А также здесь рядом находится главный вход на Сиапский базар. Посмотрите, как любили женщин. Боже милый, что им строили? Мужчины, где вы? Величественная, да, такая огромная. Посмотрите. Может, здесь вот что? А это некрополь Биби-Ханым. То есть Да, там такой- там ее похоронили, да. Прямо напротив как раз вот мечети. Она похоронена. Нравится? Очень нравится. Можно там под сводом хоть постоять? Конечно, можно, конечно. Пройдем, давайте. Боже мой, как бывает, а нам... Ну, Регистан, конечно, величественная вещь, но это тоже очень красиво, очень красиво. Впечатляет, да? Да. Здесь и атмосфера какая-то другая, да? Чувствуете? Здесь все как-то, не знаю, по-другому. А ночью это все светится, здесь подсветка, это ночью все горит. 1 мая, смотрите, какой огромный поток туристов в Самарканде. Я не знаю, как они в жару, конечно, летом в 50 ходят. Наверное, утром или вечером, да, все равно? Что? Как туристы себя ощущают в жару? летом? Да. Ну почему? Есть устойчивые к жаре, они и днем могут гулять. Поэтому как бы... Ну, если вы заметили, у нас очень много фонтанов, зелени, поэтому в летнюю жару зной зелень спасает. И сегодня вот ветерок, прохлада, свежесть. Россияне, это как, знаете, мы же на морозе минус 40 не стоим, и тут также под деревьями прячутся от зноя и все Да. такое. Слушайте, нет, просто места много, туристы все помещаются, но их такое количество. Ну вот посмотрите, Рано, вот поверните кадр. Ну вот просто устала туристка, сидит, медитирует. Так что, Отдыхает. да. А вот вход на Сиапский базар. Да-да, мы Посмотрите. сейчас пойдем на Сиапский базар. Центральные ворота. Сразу с правой стороны у нас идут сувениры, национальная одежда и все, что интересует гостей нашего города. То есть можно что-то в подарок приобрести. Шарфики, халаты, ну и всякое разное. С этой стороны у нас идет павильон, где продают лепешки самаркандские. Мы пройдем туда тоже, если вам интересно. Здесь у нас халва, сладости, керамика. Ну и практически весь базар вот так вот устроен. Что интересует больше, говорите, мы туда пойдем. Пойдемте к лепешке. Еда. Спасибо. Сливочная очень вкусная, Оксан. Я не успеваю снимать.
Вот это самые известные, самые вкусные наши лепешки самаркандские галаосью. Они весом 1,5 килограмма. Я взяла, просто обалдела. Вот, Ну вот эти, они чуть меньше и по цене дешевле. Эти почем? 15. 15. Да, я знаю, галаосью по 25 за штуку. А это фатыр, слоеная лепешка. я все узнала. Тоже очень вкусная. Я внутри базара покупала 15. А вот такие лепешки свадебные, их на свадебные торжества. видела такие. Да, это вот именно свадебные. Видите, вот здесь даже подписаны. Бахтли боли, будьте счастливы. Фисташковый, внутри грецкий орехом молочный сладкий. Очень отдаленно напоминает халву. Да? Какая она замечательная. Сами национальные Вот для это меня нуга. это, наверное, кунжутная. Кунжутная, ну вот перед вами с арахисом, с кунжутом. Это Очень. грецкий орехом нуга. Из корень дерева готовится. Вот я бы сказала, что это нуга. Нуга, попробуйте, тихонько только, она плотная очень. Вот эта халва тоже, толип халва, она тоже очень вкусная. Здесь надо зубки беречь, вот в этой. Да, я об этой вам и говорила, очень плотная. Но я это не сгрызу. А про эту халву подписчица вчера говорила в прямом эфире, вот именно про эту. Ну, это Сами надо, национальные. Я вам еще показываю фисташки. это надо... А я вам еще советую вот такую. Вот. Вот это тоже вкусная, как Сейчас я волосок. вам показываю. Вот это нуга фисташковый. Вот фисташковая, да. Очень вкусно. Вот попробуйте. Ой, здесь будут угощать и угощать бесконечно. Вот это мне понравилось. Какую я пробовала первую? Вот эту? Нуга фисташковый. Вот это наши национальные сладости. Ой, давайте я так пройду сейчас, потому что здесь неудобно. Вот это стоит взять. Вот это тоже, говорите, вкусно. Да, в коробочке обязательно возьмите толип. Вот такую тоже обязательно, вот это вот прям. Это что-то Это халва. Турции уже немножко Шмани, это перекликается. нашу Гречки во рту таете, у нас надо чуть-чуть жевать. другой рецепт. Да, немножко. Жевать надо, попробуйте. Вам понравится, Оксана, я уверена. Ой, она сейчас все виды вам откроет и покажет. Я ела в детстве. Это Ну, нормально, она, наша. да, она халва из детства, да. Такие молочные сладости. Очень вкусно. Внутри, Вкус мороженого. Да, мороженое. Очень вкусно. Ну, это да, Дается фисташка. брикетами вот такими. Да, все в орехах, посмотрите. Очень вкусно. Так это, наверное, безумно дорого, да? Не так безумно дорого. Кило 120 на 110, да. Боже мой, это не потянуть вообще. Это здорово. Очень вкусно. Да, конечно, я шучу, нельзя шутить. Мы пришли в магазин сувениров. Оксана выбирает себе сувениры и в подарок что-то своим родным, знакомым. Уже кое-что выбрали. Сейчас мы что смотрим? Ляган, да? Леганчик хочу. Для плова хотите? Слушайте, а пускай он будет с гранатами. С гранатами? Ну, у меня вот такие орнаменты есть на стене. Пускай с гранатами будет. Конечно, пускай. Мне вот даже вот такой как-нибудь подойдет. Из Тода есть с гранатами средний размер. Не очень большой, да. Средний он? Выберите, да, его. Да. Вот большой. Нет, те очень, да, вот этот лучше, наверное, я думаю. Вот как раз самый раз для семьи, да. Я думаю, что нормальный размер. Средний. Да, берем. Берем, да, это тоже? Угу. И здесь я в пакет складываю тоже сувениры, то, что мы выбираем. Я вот здесь положу, а потом уже все посчитаем, что, почем. Так, еще что? Это просто какая-то... Как назвать-то это? Сказка, это сказка. Восточная. Подождите, вот про Аладдин-то куда у нас попадал? Ну, это- Лампу? Из лампы. Не-не-не, он в пещеру в какую-то там сокровищницу заходил. Что ли? Да. Где он говорил, откройся. Слушайте, тут все открыто, надо просто приходить. Вообще клево.
Ну, теперь бы вот еще расплатиться за это дело. Завтра у меня еще день, я приду за халвой. Если что-нибудь придумаю, еще зайду, хорошо? Хотите, спасибо за покупку. Вам спасибо, что продаете нам. Хорошо. Спасибо, Истада. Я предлагаю пообедать. Давайте, далеко, чтобы не ходить, вот на территории базара есть старая чайхана. Наверное, здесь пообедаем, я так думаю. Потому что у нас экскурсия продолжается, дальше пойдем еще. Где бы нам разместиться удобнее? За столиком или на топчанчике? Вам где удобнее? Наверное, я топчанчик не осилю. Да? Ну тогда давайте за столик. Если только вот так я присяду на топчанчике. А, А свесив. вам как удобно? Мне нет разницы, давайте за столиком. Давайте за столиком. Давайте. Потому что я уж не до такой степени. Размещайтесь. Как удобно вам. Присаживайтесь. Мы заказали лагман. У нас здесь самсушки слоеные. Также у нас здесь соус томатный. Да, лепешечка. Ну и зеленый чай. Оксана, угощайтесь. У нас все стынет. Давайте есть лагман. Самсу нужно есть сразу, пока она горячая. Приятного аппетита. И вам тоже. Мы подходим к мечети Хазрат Хызыр. Здесь похоронен первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. Через мост можно пройти к мавзолею. Сейчас покажу. Здесь улица называется Шахизинда. И вот если посмотреть с этой стороны, то вот тот мост прям к Сиа-базару ведет. И снизу можно. Вы, по всей видимости, снизу подъезжали к базару. Это когда без меня путешествовали. А мы сейчас идем вот сюда прямо. А в эту сторону дорога ведет к обсерватории Улугбека. И к мемориальному комплексу Шахизинда. Вот этот купол, да, Шахизинда. Но нам нужно сюда, прямо. Мы можем подняться по ступеням прямо к мавзолею. Мы как раз подошли к мавзолею. И вот здесь покоится первый президент Ислам Каримов. Мы идем к смотровой площадке. Отсюда как раз открывается весь вид на Самарканд. С высоты, посмотрите, весь обзор. Районов у вас, ничего себе. Не знаю, моим зрителям будет ли видны горы вдали. Ну, Нам очень хорошо видно. нам видно, да, и горы, и все, и мост. Сегодня мы отлично провели время с Оксаной, прогулялись по старому городу. Время нашей экскурсии подходит к завершению. Оксана, может быть, поделитесь своим мнением? Да, спасибо хочу сказать. А вообще не очень хочется делиться. Хочется, чтобы каждый приехал и просто вот ощутил. Конечно, все прекрасно. В старом городе мы были просто в кусочке его. Небольшой части, да. Вообще совсем. Ну, что мы успели, да, посмотреть. Так что чудесно. Чудесно. Вам все понравилось? Я очень рада, что вам понравилась экскурсия. Приезжайте еще в Самарканд. Спасибо. Вот. Друзья, ну на этом будем завершать сегодняшний выпуск. Всем пока и до следующих встреч.